Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать мою авторскую разработочку. Пряжу я использую стопроцентный мерсеризированный хлопок 169 метров в 50 граммах и крючок 1,4. Будет очень интересно. Это 3D вязание или объемное вязание. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашего цветочка с 6 воздушных петель, замкнутых кольцом. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. И в это колечко буду провязывать очень внимательно. 18 столбиков с одним накидом. Один столбик у меня заменяет 3 воздушные петли подъема. И теперь мне остается выполнить 17 столбиков с накидом. Я буду ввязывать нить, смотрите очень внимательно. И теперь считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее, пока моих столбиков не будет 17. Мы выполнили 17 столбиков с накидом. 18 столбик у нас заменяют петли подъема. И я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема, завершаю мой круговой ряд, выполнив соединительную. Я немножечко остановлюсь, разверну работу. И смотрите, вы можете прошить хвостик, да, ниточки вдоль колечка еще раз, ну, чтобы у нас, скажем так, наверняка было, и только потом обрезать. Я начинаю выполнение основы для моего лепестка. Всего у меня будет 6 лепесточков в моем цветке, и я выполняю одну воздушную петлю. Далее ввожу крючок в эту же петлю и выполняю столбик без накида. Далее очень внимательно я выполняю 2 воздушные. 1, 2. Выполнила. Далее я выполняю еще 4 воздушные, то есть арочку из 4. 1, 2, 3, 4. 2 накида на крючок и ввожу крючок в пятую петлю от крючка или вторую воздушную. Ну, давайте посмотрим. 1, 2, 3, 4 и вот пятая, да, или вторая, она снизу у нас будет. Хорошо видно. И выполняю незавершенный столбик с 2 накидами. Первый. И незавершенный столбик с 2 накидами. Второй. В эту же воздушную. В эту же воздушную я выполню столбик с 3 накидами незавершенный. 3 накида. Ввожу крючок и столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Выполнили, и нам осталось с вами выполнить общую вершинку. Вот такая основа для моего лепесточка готова. И теперь давайте посмотрим, как мы с вами будем выполнять наши навязочки. Я начинаю выполнение наших навязок с 2 воздушных петелечек. Выполнила. И теперь я остановлюсь и покажу вам направление вязания. Смотрите, мы сначала будем выполнять навязку на вот этом среднем столбике, да, вот с 2 накидами, которые в середине находятся, в серединочке нашей. Далее переходим на вот этот столбик и далее, то есть мы вот идем по спирали, далее сюда, сюда
и продолжим выполнять уже еще один ряд. И только потом завершим лепесточек наш. Все на самом деле очень просто. И смотрим. Я ввожу крючок, вот видите мой столбик, вот таким образом. Напоминаю, я выполнила 2 воздушные. Захватываю, беру поудобнее, вы потом все поправите. И буду провязывать 6 столбиков без накида с пикой из 3 воздушных. Смотрите, как я это делаю. Столбик без накида. И далее пико. 1, 2, 3. И вершинку ввожу вот таким образом, захвативший 2 нити. И соединительная. 1. Далее второй столбик. 2. Третий столбик и пико обязательно. 3. Далее 4. Я немножко побыстрее буду вязать. Все у нас повторяется. 5 и пико. И последний с этой стороны у нас будет с вами 6 столбик. Провязываем. И пико не забываем делать. Я выполнила. И далее теперь перехожу на противоположную сторону, также под столбик с 2 накидами. Беру поудобнее и точно так же выполняю 6 столбиков. И считаю. 1. И обязательно пико. Далее 2. И обязательно пико. 3 и пико. 4 и пико. Пико у нас из 3 воздушных. Далее 5 столбик и пико. И последний под, ну скажем так, эту арочку, да, из столбика, это 6. С одной и с другой стороны мы выполнили по 6 столбиков. Выполнили. Я обязательно себя проверяю. Проверяю я себя по пико. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Выполнила я все верно. И прежде чем остановиться, смотрите, я еще точно такой же столбик с пико выполню. Вот 2 мои воздушные, видите, я прямо под них, то есть под как бы арочку, да, не как бы, а под арочку из 2 воздушных ввожу крючок, выполняю столбик без накида и такое же пико из 3 воздушных. Выполнили. И теперь дальше я буду переходить на выполнение моих столбиков. Уже вот смотрите, по изнаночке я перевернула, уже по нашим оставшимся аркам. Вот такая красота у нас с вами получилась, видите. И мы выполняем дальше, как и договорились, под наши арочки с одной стороны и другой столбики без накида. Здесь все просто. Мы выполняем просто столбики без накида с одной и другой стороны по 9 штук. И я считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
И перехожу на противоположную сторону. Вот моя арочка оставшаяся, да? Опять же 9 столбиков. Считаем. Плотненько друг к другу прижимаем столбики и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили. И теперь смотрите, я ввожу крючок. Вот смотрите, видите, вот пико мое хорошо видно над столбиком, и самый первый столбик после столбика с пико. Вот еще раз показываю столбик с пико, и вот вершинка самого первого столбика. Ввожу крючок, выполняю соединительную и подтягиваю. Я останавливаюсь, и мы смотрим с вами, что у нас получилось. Смотрите, так у нас смотрится наш лепесток по лицевой стороне, и так он смотрится по изнаночной стороне. И теперь мы с вами будем выполнять дальше лепесточек наш и завершим уже переходом на следующий лепесток. Мы сейчас все рассмотрим. Посмотрим, как красиво и нежно у нас получится. И теперь приступаем к выполнению с этой стороны нашего, точнее продолжаем выполнение нашего лепесточка. Мы выполняем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Выполнили. И теперь выполняем пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. Я ввожу крючок в 4-ю петлю от крючка и выполняю соединительную. Далее 2 накида на крючок, и в эту же вершинку, вот видите, куда я выполняла соединительную, ее хорошо видно, я буду выполнять 2 столбика с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами и второй. Мы выполнили с вами 2 столбика с 2 накидами с общим основанием. Провязали. Далее мы выполняем столбики с 1 накидом. И давайте вот возьмем поудобнее. Теперь смотрите, я выполняю столбик с 1 накидом 1, и в эту же вершинку 2. И так мы должны выполнить 3 раза. Первый раз готов. Далее опять 1 и 2. Далее еще раз 1 и 2. Выполнили 3 раза, да? По 2 столбика с 1 накидом с общим основанием. Далее мы выполняем столбик с 1 накидом. Далее полустолбик. Следующую, да, вершинку. И далее столбики без накида. 3 штучки считаем. 1, 2, 3. Выполнили. Наша половинка, ну точнее сам лепесточек, да, вот мы именно вот таким образом его делаем. Готов. Обвязали только половинку. И далее смотрите, что я делаю. Моя вершинка, видите, следующая. Я ввожу в нее крючок и выполняю столбик без накида. 1. В следующую вершинку выполняю столбик без накида. 2. Все, мой лепесточек готов, я его закрепила, и вот такая красота у меня получилась.
Можно уже использовать как самостоятельный, да, элемент или мотив, подшить бусинку и использовать для создания, допустим, сережечки, подвесочки. И для того, чтобы начать выполнение следующего лепесточка, что мы делаем? Мы в следующую вершинку вводим крючок, начинаем выполнение столбика без накида. Выполняем столбик без накида. И, как и в этом лепестке, начинаем выполнять нашу основу. 2 воздушные. Я выполню основу вместе с вами, а вы продолжите самостоятельно. Далее вспоминаем, у нас 1, 2, 3, 4 воздушные, 2 накида на крючок. Вводим крючок 1, 2, 3, 4 в 5-ю петлю от крючка или вторую снизу. Незавершенный столбик с 2 накидами 1, незавершенный столбик с 2 накидами 2 сюда же, да, в эту же петелечку, и незавершенный столбик с 3 накидами. Выполнили. И все петли на крючке провязываем вместе. Вот такая у нас основа для нашего второго лепесточка готова. Напоминаю, всего у нас с вами должно получиться 6 лепестков. И обращаю ваше внимание, что каждый лепесточек у нас расположен на 3 петлях, на 3 вершиночках. Все, завершите выполнение всех лепесточков самостоятельно, а непосредственно завершение кругового ряда я выполню вместе с вами. И я еще хочу 2 слова сказать. Смотрите, я выполнила всего лишь 3 лепесточка, и вы можете остановиться на любом этапе, особенно если вы делаете какую-то композицию, да, у вас получается такой вот красивый, как бы не полный цветок, а бутон. Можно сделать всего лишь 1 лепесток, можно 3 сделать, можно в зеленом цвете сделать, и получится у вас декоративный такой красивый трилистник. Экспериментируйте. Ну и все 6 лепесточков у вас получится замечательный красивый цветочек. Вот я выполнила 3, да, и вы можете уже и на этом этапе остановиться и завершить работу, и использовать как для декора, так и для ирландского кружева. То есть все зависит от вашей фантазии. Мы с вами выполнили все 6 наши красивые такие вот объемные лепесточки и завершаем выполнение кругового ряда и нашего цветочка. Смотрите, я выполнила 2 столбика без накида, и теперь пропускаю петлю воздушную, помните, которую мы с вами выполняли в начале ряда, и ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Выполняю соединительную. Все, мы с вами можем нить обрезать. Я выполню еще воздушную и хорошо подтяну. Ниточку я оставила немножко подлиннее для того, чтобы по изнаночке протянуть и подшить этой ниточкой бусинку в центр нашего красивого цветочка. Нам осталось поправить лепестки и в центр подшить бусинку. Посмотрим, что у нас получится по итогу. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать просто потрясающие 3D цветочки. Как я уже говорила, моя авторская разработка. Под видео вы найдете огромное количество работ в 3D вязании. Все мои авторские. Это завитки, навязки. Просто огромное количество. Цветы, украшения. Ссылочки даю. И сегодня мы с вами научились вязать вот такую красоту. Просто нежно. Пишите в комментариях, где можно использовать. Конечно же, я рекомендую для декора в ирландском кружеве. Ну и для декора это, естественно, любое изделие. Можно брошечку сделать. С одного сегмента можно сделать сережку. Все зависит от вас. Вязание, как я всегда говорю, это процесс творческих. До новых встреч. И пишите, что у вас получилось.